Ребята, всем привет! Продолжаем нашу Санта-Барбару. Приветствую также любителей турбореактивной тяги. К сожалению, для вас, ребята, пока что показать нечего. Запусков нет. В общем, нужно мне сейчас доделать это стекло, чтобы закрыть уже этот вопрос. Читал в комментах, что ребята переживают, что при работе ТРД могут схлопнуться все эти стекла пластмассовые. Но вот это точно не схлопнется, потому что будет на заклепках. Боковые еще не знаю, как буду цеплять. Возможно, посажу на какой-то клей, на какой-то герметик. Потому что там их клепать особо некуда, если только не вынимать все молдинги. Ну, очень страшно будет из-за этого смотреться машинка. Поэтому попробую просто вклеить. Как я вам и говорил, если делать в виде бложиков, то дело идет значительно быстрее. Потому что постоянный вброс мотивации идет с вашей стороны. Я когда читаю комменты, вижу, что это дело не безразлично вам, ребят. И продолжаю делать с удвоенной энергией. В общем, отверстие сверлю простым способом. Все на глаз. Делю на 2 сектора и с каждым разом уменьшаю и уменьшаю промежутки. Наверное, сейчас уже все просверлю и буду клепать. Потому что нужно постоянно выдувать стружку. Без этого никак, иначе она внутри останется. Будет некрасиво. Вот что получилось, ребят. Получилось довольно-таки неплохо. Есть некая степень свободы у стекла. Ну, что делать, оно тонкое. Я хотел усиляющие элементы поставить. Ну, пока думаю, делать это или нет. Это никогда не поздно внедрить. Ну, вот они, заклепки. Вот. Приступил к монтажу бачка. Уже установил его на свое место. Прикрутил к кузову. Пришлось убрать лишние балки. Теперь целая спецоперация, ребят, чтобы припаять трубки. Что нужно все переделывать. Трубки металлические. Это связано с большими трудозатратами. Обычно это так. Вот только одного только инструмента. Смотрите, сколько надо. Здесь у меня горелка. Холодильный инструмент. Для того, чтобы вальцевать это все. Потом нужны трубы. Потом нужно подобрать гайки. Некоторые гайки приходится вытачивать заново, либо вот эти втулки приходится вытачивать. Все это нужно подбирать и монтировать, и потом припаивать на свое место. Ну, в общем-то, здесь я уже близок к тому, чтобы одну трубку припаять. Это будет входная труба, через которую будет поступать масло в масляный насос. А потом нужно будет сделать сброс, он снизу выходит, и подпитать его на центробежный патрубок. Сейчас специальным труборасширителем увеличиваю диаметр трубы, чтобы одна труба насаживалась на другую трубу. Процесс незатейливый, очень простой, вот, но требует инструмента. Вот и все. Так выглядит расширенная труба. Готово. Посмотрим, сколько нужно залить, чтобы сработал датчик. Вот сейчас конкретно прибор пищит. Можно заметить. Заливаю маслице. Датчик не сработал. Мало. Лью дальше. О, все, ребят, датчик пищать перестал. Залил где-то 4 литра. Это минимальный уровень топлива, при котором датчик не срабатывает. Ну, мы еще добавим сюда литрушечку, чтобы было с запасом. Все, отлично, все работает. Осталось подпитать всю электрику, и двигатель будет готов к запуску. Ну, еще манометры. А так уже все подключено. Топливная система подключена. Вот она, насосик. Ну, нужно хомутом его прикрепить. И масляная система также присоединена. Подключил аккумуляторы. Присоединил насос.
Также укрепил вот эту трубочку, потому что она от дребезжания могла бы, в принципе, и оторваться в пути. Я ее немножечко укрепил, чтобы она сильно не телепалась, ребят. Так, теперь можно приступать к изготовлению панели и системы запуска. Получается, что уже почти все готово для запусков, кроме панели и электрической части. Решил все-таки, друзья, не заморачиваться я с алюминиевым обрамлением. Сделаем вот так, как есть. Вот сейчас по-быстренькому все скрутим. Самое неинтересное для меня, но предстоит это сделать, нужно выпаять индикаторы и удлинить их, чтобы можно было их встроить вот сюда. Сюда какое-то обрамление таки придется выпилить, потому что окна большие. Надо подобрать хорошие шурупчики. Так. Под них нужно предварительно сверлить отверстие, иначе они не зайдут. Так, теперь манометры. Я даже не знаю, в какой последовательности их расположить. Нужен манометр на давление масла. Нужен манометр на давление, создаваемое компрессором, и на давление, создаваемое топливом. Наверное, расположу их по порядку, от меньшего к большему. Наверное, на одном винтике я и прикреплю. Да. Выкручиваем по одному из двух. Просверлим и закрутим. Все довольно-таки просто. Недавно, ребят, забежал ко мне лягушонок в мастерскую. И вот он уже вымахал чуть не небольшую лягушку. Надо как-то ее изловить. Оп! Так, и выпустим ее на улицу. С живодером, если честно, быть неохота. Но и терпеть этого соседа в мастерской тоже не хочется. Поэтому вариантов не так много. Либо уничтожить, либо поймать и выпустить. Второй вариант предпочтительнее. Да-да, не удивляйтесь, ребят, фанера очень даже поюзанная. Используется с этой стороны, она уже как лялечка. Но с обратной, с невидимой стороны, все не так гламурно, как хотелось. Я надеюсь, друзья, вы чувствуете, как приближается тот день, когда мы будем тестировать BMW. Так, ну и теперь, ребят, теперь надо заняться пайкой. Буду выпаивать индикаторы и удлинять их на проводочках. Выпаиваю обычным паяльником. Вот так вот потихонечку прогреваю. Оп. Так. И с этой стороны. Вообще после таких манипуляций плата может отказаться работать. У меня такое уже бывало. Вот он, индикатор. Запоминаем, где у него верх. И припаиваем проводочки, чтобы удлинить. Я думаю, сантиметров 10 должно быть достаточно. Снизу выглядит во как. Вообще, конечно, процедура очень кропотливая. Приходится всю свою аккуратность, которая имеется, применять. Проводки удлинители есть. Можно припаивать индикатор. Надо паять качественно, чтобы потом ничего не отваливалось. Смотрим, работает ли индикация. Подключаю питание. Плюс-минус. Так, ну, ребят, отлично. Все работает. Показывает какое-то космическое число. 1023. Вот, ну, я думаю, все работает. Раз индикация зажглась, ничего не сломалось. Просто можно пережечь в момент выпаивания. Либо микросхему где-нибудь рядом расположенную, либо сам индикатор. Либо есть вероятность повредить статическим электричеством. В общем, видите, сколько много проблем может быть с этой пайкой. Вот так теперь выглядит панель управления. Вот этот индикатор почему-то ярче светит.
Здесь будет показываться температура нагрева турбины, а второй индикатор показывает в процентах мощность, подаваемую на топливный насос. По переключателям массу еще не знаю, буду использовать или нет. Кнопка старт будет запускать стартер электрический для раскрутки турбины. Здесь буду подключать масляный насос, топливный насос, ну и, возможно, еще какой-нибудь насос подключу. Рукоятку управления газом вывел пока вот сюда. Другое решение пока что не найдено, хотя я его в будущем обязательно найду. Думаю, не лишним будет показать, что там снизу происходит. Отключаем питание. И смотрим снизу, ребят. Значит, жалею, что использовал такую страшную фанеру, потому что скажут рукожоп. Ну, ребят, наоборот, в кои-то веке я использовал практически то, что нужно выкинуть. С одной стороны фанерка была хорошая, ну а с другой такая вот грязная. Ну что поделать, уже использовал. Так как я на канале ничего не скрываю, то придется вам показать это безобразие. В общем, здесь установлены две платы. Одна из них это термометр. Кстати, термометр с реле, поэтому можно запитать либо зуммер, либо лампочку какую-то дополнительную. Здесь места много. Можно установить доп. Лампочки, которая будет сигнализировать, что температура турбины превышена. Либо сразу тупо отключать двигатель, чтобы его не разорвало. Также на панельку желательно будет вывести индикатор уровня масла. Вы видели, я сделал датчик в прошлой серии. Ну, в общем, как-то так. Ребят, у меня на этом все. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кстати, друзья, я не ожидал, что так много ребят подпишется на мой инстаграм аккаунт. Подписалось довольно-таки много с прошлой серии, там порядка 300-400 человек. Для инстаграм аккаунта это довольно-таки круто. Ну, в общем, еще раз вас, ребята, приглашаю, кто еще не подписался, у кого есть инстаграм аккаунт, можете зайти на мою страничку, посмотреть те фотки, которые я там выкладываю. Себя я там не выкладываю, я выкладываю свои работы, детализацию того, что делаю. В общем, ссылочку я оставлю в описании. Кому интересно, ребят, подписывайтесь. Ну а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.